Если вы хоть немного следите за индустрией компьютерных развлечений, вы наверняка знаете о том, что смута, на которую было потрачено по некоторым источникам до миллиарда налогоплательческих рублей и 2 года разработки, вышла унылым куском кода и провалилась. В этом видео я собрал для вас 5 игр от отечественных команд, насчитывающих от 1 до 20 человек и сделанные за куда более скромные бюджеты, и которые тем не менее гораздо лучше и играбельнее, чем пресловутая смута. Можете смело кидать это видео в ответ на набившую оскомину аргументацию «А шо вы хотели за такие деньги?». Меня зовут Дмитрий, готовьте чай, печеньки, поехали! Начинаем с давней заявки 2022 года. Игра под названием Ghost Shadow, разрабатываемая товарищем Папа Кубик. Это попытка сделать Shadow Warrior у нас дома. Шутер от первого лица с, по мнению разработчика, динамичными боями и стремительным управлением. Стремительность управления достигается тем, что тут можно дэшиться в любую сторону. Тыкаем 2 раза в направлении, куда нам надо, и герой стремительно прыгает в это направлении. Проблема такого решения в том, что зачастую игра воспринимает попытку подойти поближе к краю обрыва, коих в игре многое количество, как команду на дэш, и наш герой закономерно отлетает в ближайшую точку сохранения. А сколько раз я отлетал туда в первом же бою с настоящими противниками, начинается активный бой, тебе голосом говорят: надо дэшиться поближе к противнику и резать его топором на кнопку C, что безумно удобно. На самом деле стоит подойти к противнику поближе, как тут же ловишь смертельную дозу свинца. В момент, когда ты уже начал дэшиться, на экране вылезает туториал, который ставит игру на паузу и который не закрывается по нажатию на Escape. Надо оторвать одну из рук и нажать на Enter, чтобы игра снова ожила. И этих туториалов тут очень много. С самого начала игра на тебя вываливает кучу умений, разбросанных по всей клавиатуре, и заставляет ими осмысленно пользоваться. Есть телекинез, можно замораживать, поджигать, бить током. Я посмотрел, как играет разработчик, он сам частенько путается в раскладке кнопок, что как бы намекает. Кстати, если в момент показа туториала нажать на Escape, вызывается меню, а после выхода из меню игра отмирает, но туториал все еще на весь экран. И вот так, умирая раз за разом, раздражаясь от того, что, чтобы перезагрузиться, надо сначала открыть меню, а оттуда нажать на перезагрузку, я уже решил, что хватит с меня этой игры, но решил посмотреть, как играет сам разработчик. И, о чудо, оказывается, в бою, где тебе говорят подбираться поближе к противнику и рубить его вручную, нужно наоборот как можно активнее прятаться за ящиками и расстреливать врагов издалека. Когда тебя дамажит враг, скорость перемещения падает, и от этого становится очень сложно скрыться от урона. Помогает дэш, о котором вспоминаешь далеко не сразу, да и делать его очень неудобно, но любая встречная бочка или коробка, коих тут навалено от души, прерывает твой стремительный полет к безопасности, и ты снова отлетаешь на точку сохранения. Если убить кого-то хедшотом, то будет слоу-моу. В один момент на меня вывалили толпу тупых зомби, которые по одной тропинке бегут к герою, чтобы укусить. После нескольких смертей от них мне пришлось прибегнуть к хитрости, а именно запрыгнуть на верхотуру и отстреливать их оттуда. При каждом хедшоте я получал слоу-моу награду, надо ли говорить, что бой тот продолжался очень долго. Вообще, после нескольких удачных попыток выжить в любом бою становится понятно, что игра подразумевает стремительное перемещение по карте при помощи дэшей, но они сделаны крайне неудобно. Вот если бы за них отвечала одна кнопка и дэшился бы герой в ту сторону, куда шел, но понимание всего этого приходит только с обильными плейтестами, коих разработчик, судя по всему, не проводил. Кстати, о точках сохранения. Они сохраняют лишь положение героя и подобранное оружие. Если вы убили волну противников, решили головоломку, а потом решили пересохраниться, оставьте этот труд. После загрузки вам придется все делать заново.
Головоломки тут неплохое разбавление геймплея. Например, на моем пути понадобилось 2 раза разрубать по 3 силовых кабеля в определенный момент. Нужно ждать тикающий таймер, пока он покажет 3 точки, а потом рубить. Проблема в том, что если вы решаете эту головоломку уже не в первый раз после перезагрузки, то каждый раз надо ждать этот тикающий таймер, что неимоверно утомляет. Лучше бы там надо было расстреливать нужные точки быстренько и идти дальше. Встреченного далее босса тоже пришлось убивать, прибегая к хитрости. Я запрыгнул на возвышенность, где его киберпсы не могли меня достать, и стал вливать в него дамаг. Его хп сдалось быстрее моего, поэтому я победил. Далее игра предложила вселиться в тело кибернетической божьей коровки и решить головоломку, которую я не осилил. Я решил обе задачки по разблокировке розовых сфер, но что делать дальше, я так и не догнал. В итоге, посмотрев прохождение автора, понял, что надо каким-то образом вернуться в тело героя, и у меня это удалось. Но прыгая на я упал в пропасть и пришлось перезагружаться в тот момент, когда я еще не вселился в божью коровку. Ну и тут у меня бомбануло, и я решил, что не в этот раз, с меня уж точно хватит. За что хочу особенно поругать игру? За очень плохую оптимизацию. Как и любую другую игру на Unreal Engine, в которой напихали кучу спецэффектов, потому что красиво. Начальная заставка примерно 10 FPS на моем ноутбучном 1650. Игра озвучена профессиональными программистами, а конкретно одним. Otherwise they will finish me off. Sounds like you're drunk already. Don't turn into mommy, please. I think I found the way to get your ass out of this shit. Лица героев в игре буквально шаблонный метахьюман без какой-либо фантазии. Эффектов так много, что моментально разбегаются глаза. Пришлось выкрутить графон в самый минимум, чтобы хоть что-то понимать, что происходит на экране. Почему-то за разрешение картинки отвечает бегунок разрешение текстур. Левел дизайн насквозь дырявый, куча мест, где можно обойти препятствия окольным путем. Только вот скрипты не сработают и играть дальше будет невозможно. Все очень сильно трясется и дергается, аж подташнивать начинает, особенно от телекинеза. Подобное решение побуждает пользоваться этими умениями как можно реже. Только посмотрев видос разработчика, я понял, что большие цифры слева снизу — это патроны, а не жизни. Жизни — это микроскопическая полосочка под ними. А еще стоит сделать срабатывание кнопок в меню на отпускание кнопки мыши, а не на нажатие. Я несколько раз выходил из игры, потому что тыкал на первый пункт, который обычно продолжить игру. А еще нет русского языка, не надо так. За что похвалю? Да за то, что это не самый тупой ассет флип с маркетплейса. Есть заставки, диалоги, сюжет какой-никакой, опять же головоломки. Возможность вселяться в тело божьей коровки и решать загадки на совершенно ином уровне, и это очень круто. В целом разработчику надо бы проводить побольше плей-тестов, ездить на офлайн конференции, где есть шоу-кейс инди-игр, чтобы видеть, как люди играют вживую. Агитировать игроков выкладывать свои прохождения с комментариями на YouTube, чтобы посмотреть потом, как они мучаются с управлением и тряской камеры. Куча красивых штук из Unreal Marketplace, это круто, но тут как в той притче: я надену на себя все самое лучшее и сразу. В таких вопросах важен баланс. Тут же картинка моментально превращается в серое месиво, в которой сложно ориентироваться. Нужна, по крайней мере, опция для уменьшения дергания экрана и экранных эффектов, типа брызг воды на лице. Через прицел автомата вообще ничего невозможно разглядеть, он как бы должен облегчать прицеливание, но просто закрывает собой весь обзор. Очень хорошо характеризует разработчика его стиль общения на форуме. Сумбурные фразы, будто объявление в своей группе ВКонтакте или в Дискорде, с кучей эмоджи. Вот и игра такая же, сумбурная, с кучей свистоперделок, от которых разбегаются глаза. Но она все еще не в релизе, а все проблемы, что я озвучил выше, вполне решаемы. Нужно лишь понять, что проблема существует в первую очередь.
Правда, в ноябре 2023 года автор заявил, что разработка приостановлена, потому что хочется денег от издателя. Но я читаю между строк, что автор просто выгорел. Могу лишь посоветовать выпустить демку игры в открытый доступ, чтобы получать фидбэк от игроков. Возможно, если вы накидаете ему теплых слов в сообществе игры, он решит продолжить. Вердикт: эта игра гораздо лучше, чем Смута, и я рекомендую добавить ее в ваш виш-лист в Steam. Далее интерактивный справочник по биографии и творчеству Иеронима Босха. Очень похоже на то, чем оказалась в итоге Смута, но гораздо лучше. Сначала мы появляемся в некоем городке, где тут и там стоят NPC, готовые вылить на героя небольшую дозу биографии художника. Монологи болванчиков озвучены на английском, довольно хорошим поставленным голосом. Hello there, monk. I'm Pater, the owner of this inn. В некоторых монологах Босха называют Бошем. Master Bosch had lived almost all his life here in Setogenbosch. Странный огрех, будто бы английский текст переводили на русский при помощи Google переводчика. Да, так и не проверили, что получилось. Управление персонажем происходит от третьего лица, что немного мешает погружению в антураж. А именно погружение в атмосферу времен Босха авторы называют главной фишкой игры. У нашего персонажа на груди висит фонарь. Фонарь светит туда, куда направлен персонаж. Лучше бы это все дело было от первого лица, и фонарь бы этот светил туда, куда указывает курсор. Понимаю, нереалистично, зато удобно и практично. А то порой невозможно направить свет туда, где ты хочешь разглядеть что-то в темноте. Каждая картина, каждый триптих подкреплены панелькой с интересной информацией. Я вот, например, не знал, что у Босха есть целые ансамбли из картин и вот такие вот мини-галереи с открыванием дверей и развитием сюжета. А сюжеты там мое почтение. Картины у Босха из того самого разряда, что чем дольше смотришь, тем больше деталей замечаешь. В конце подземелья, где представлены картины, есть даже зал последователей художника и несколько наиболее вероятно принадлежащих его перу набросков зарисовок. А еще тут есть мультиплеер, можно побегать по декорациям с друзьями, правда смысла в этом я вижу немного. Ну и как бы даже вот этот вот интерактивный справочник намного лучше Смуты, ходьба по декорациям есть, диалоги об истории есть. Отсутствие раздражающей боевки в данном случае преимущество данного проекта. Ну и самое главное, стоила разработка далеко не миллиард рублей и делалась игра намного быстрее. А проку от нее, как от интерактивного учебника, гораздо больше. Проект распространяется на специализированном сайте, где каждый желающий может скачать билд и погрузиться в атмосферу 16 века совершенно бесплатно. Мне вот было очень интересно картины заглядения. Рекомендую. Далее твинстик-шутер с видом сверху про огромных человекоподобных роботов и мрачных тварей, прущих из космических врат мрака. Имя ему Try to Survive Today. Поначалу в этой игре вообще ничего не понятно, кроме того, что выглядит она отлично, и тут надо стрелять во все, что движется и не движется. У нас под управлением крайне медлительный робот с крайне медленной и слабой пушкой. Впоследствии робот начинает носиться как в жопу ужаленный и стрелять, что твой пулемет. Все правильно, тут у нас постепенная прокачка за собранные души павших воинов мрака, вышедших из врат мрака. Я уже было хотел закончить этот обзор на фразе, что непонятно, когда можно будет прокачать возможность приподнимать пушку, чтобы не шмалять все время в землю, но тут меня угораздило посмотреть на раскладку управления игры. С изумлением обнаружить, что вид-то можно менять на заплечную камеру от третьего лица и даже на первое лицо, но делается это не простой и удобной кнопочкой, нет, игрок должен крутить колесо мыши, пока камера не приблизится достаточно близко к роботу, чтобы перескочить на режим заплечной камеры. И вот тогда-то и начинается настоящая игра. Внезапно можно поднимать пушку и даже стрелять вдаль. Самоуверенный игрок рискует обнаружить камеру от третьего лица только на скриншотах игры, а то и не обнаружить вовсе, ибо игра намеренно возвращает нас в топ-даун перспективу после возрождения, без которого, к слову, мне бы не удалось так далеко продвинуться. Спасибо авторам за это.
А не спасибо за то, что возрождение происходит ровно в том месте, где вас убили. И если этим занималась толпа противников, они не преминут возобновить свое грязное дело еще до того, как темнота фейдом спадет с глаз игрока. И если противников было достаточно, вы рискуете тут же отлететь на новое возрождение. Очень быстро пришло понимание, что траву надо бы отключить, ибо враги в основном ростом ниже травы и частенько подбираются вплотную незамеченными. Смотреть на миникарту, как вы понимаете, не всегда удобно. Враги делятся на идущих вплотную, стрелков, идущих вплотную, и камикадзе, бегущих вплотную и взрывающихся рядом с роботом. Еще иногда из портала вылезает здоровенный аналог рядового врага, только с большим здоровьем. Он тоже пытается дойти до игрока вплотную, но огребает быстрее, чем успевает догнать нас. Награда от босса спавнится где-то на уровне его головы и становится недоступна для робота без прокачанного прыжка. А может и с прыжком недоступно, я не проверял, а прыжок тут настолько хилый, что закрадываются смутные сомнения. Каждый противник оставляет после себя голубой источник партиклов, довольно массивный, чтобы его было видно издалека. И вот в какой-то момент врагов становится видно только на экране миникарты. И то они перекрываются синими индикаторами душ, потому что все вокруг завалено синими партиклами, а FPS уже начинает нервно посматривать на часы. В какой-то момент я нашел самолет, который, впрочем, тут поставлен только ради декорации. Ну и на самолете у мобов нету навигации, они просто подходят ко входу и стоят. Ну и я, как обычно, решил зачистить и расстрелять врата мрака из безопасного места. И таки расстрелял, даже с непрокачанным оружием. И каково было мое удивление, когда я понял, что после врат мрака не остается вообще никакой награды. Это я потом понял, что суть всего уровня — это уничтожение всех врат, которые питают некий закрытый портал на краю карты по силовым кабелям. Но пока незадачливый игрок не исследовал карту вдоль и поперек, ему открывается истина, что врата мрака мочить смысла нет, ибо с них даже награды никакой не предусмотрено. В игре есть возможность крафтить вооружение, прокачивать его, а также прокачивать способности робота, типа бега, выносливости, прыжков и прочее. Для крафта оружия нужно собирать разноцветные ресурсы, которые время от времени появляются вокруг игрока. За прокачку отвечают, как я понял, те самые синие партиклы души павших воинов. Короче, вот такой вот симулятор бега задом наперед с прокачкой. Разработчикам стоило бы разнообразить звуки стрельбы, хотя бы менять им тональность, ибо монотонная долбежка очень быстро начинает раздражать. А также сервомоторы робота работают со звуком сквозняка, тоже немного вымораживает. После прокачки дэша становится понятно, что тратить на это ресурсы вообще не стоило. Чудовищный эффект огня перекрывает весь экран, а рывок сам настолько жалок, что хочется плакать от смеха. Подсказки в инвентаре полностью перекрывают обзор на параметры и кнопки взаимодействия с оружием. У модельки робота почему-то постоянно открыт кокпит, и видно, что там никто не сидит. Зачем так сделали, непонятно. Наверное, кто-то решил, что светящимся желтеньким красивенько же есть, давайте так и оставим. В игре довольно круто реализована смена дня, ночи, погоды, а также биомы вообще меняются. То это снег, то песчаная буря налетает, то это все цветущая долина. Выглядит очень красиво, не то что в смуте. Я бы мог пройти уровень, но врат, которых надо уничтожить, там столько, что нужно отработать 8-часовую смену, чтобы зачистить все полностью. В общем, тут у нас по ходу только один специально растянутый на примерно бесконечность уровень, чтобы игрокам не показалось, что в игре мало игры. Но игра в раннем доступе, поэтому, надеюсь, режимы будут допиливаться и дополняться. И несмотря на все свои недостатки и в целом бедность разнообразия геймплея, тут все еще больше игры, чем в смуте, и она гораздо красивее, чем смута. День и ночь сменяются не потемнением в глазах от скачка давления героя, а плавно и красиво. Я теперь буду все мерить смутами. Вердикт.
хоть игра и доступна только в VK Play, там все еще есть виш-листы и скидки. И эта игра заслуживает того, чтобы добавить ее в виш-лист. А как разработчики допилят хотя бы какую-то сюжетную кампанию, возможно и прикупить по скидочке. Следующая игра называется Bright Lights of Svetlow, и вышла она в Steam в 2021 году. Это атмосферный симулятор ходьбы с легким привкусом квеста, рассказывающий щемящую историю одной семьи в периоды с 1981 по 1986 года. У нас есть отец семейства инженер, мать Тамара, заведующая складом на ТЭЦ, и их дочь. Голова кружится. Больше точно не буду курить. За всех нам предстоит поиграть. В основном нужно выполнять домашние дела, читать записанки и проникаться атмосферой 80-х. Я бы хотел рассказать о сюжете, поэтому дальше пойдут спойлеры. Если вы хотели бы самостоятельно получить удовольствие от этой истории, рекомендую скипнуть видео до момента, указанного на экране. Если же вам все равно, смело продолжайте просмотр. Так, надеюсь, эти душнилы уже промотали ролик, а я пока поясню за историю нормальным парням. Так вот, однажды мать семейства сильно заболевает и ее увозят в больницу. Тут же как бы между делом помирает наш сосед, который любил часто залить за воротник. За коньяк меня из дома выгонят. Маман наша тоже скоропостижится в больнице, а вслед за ней и дочь уходит из жизни. Убитый горем отец семейства продает квартиру и сваливает в закат. А уже следующий жилец, младший лейтенант милиции, чудом обнаруживает дикий радиационный фон, исходящий из стены детской комнаты, смежной с той, где помер сосед-алкоголик. Вся эта история оказывается основана на реальных событиях, происходивших в Краматорске с 1980 по 1989 года. Люди в этом доме долгие годы подвергались радиоактивному излучению. Причиной стало попадание утерянного промышленного источника гамма-излучения на основе цезия-137 внутрь стеновой панели. Якобы на карьере была утеряна капсула с цезием, которая применялась в промышленном уравнемере. Ну и вместе с щебнем затем она попала в стеновую панель, которую потом установили в доме. Инцидент повлек смерть, по различным сведениям, от 2 до 6 человек. 17 человек были признаны пострадавшими от радиоактивного излучения, превышающего естественный фон, и получили инвалидность. Так нам говорит Википедия. Но один мой товарищ утверждает, что весь этот инцидент не более чем хорошая городская легенда. Дескать, все источники ранее ссылались на статью в газете, которая чуть ли не вторжение инопланетян объявляла у себя на страницах. Отсутствие документальных кадров, интервью с пострадавшими, официальных бумаг, расследования – все это наводит на мысль, что это лишь выдуманная страшилка. Если вы владеете какой-либо информацией, не отраженной в Википедии по поводу инцидента, я с удовольствием прочту ее в комментариях. Такие дела. Ну и в секции со спойлерами хочу еще упомянуть, что начавшиеся было сюжетные линии с обожателем Маман и КГБшниками обрываются, едва не начавшись. Возможно, это было введено для того, чтобы вызвать у игрока какие-то эмоции, но у меня эти обстоятельства вызвали только убеждение, что надо со своими домочадцами чаще разговаривать и ставить их в курс того, что происходит. Окей, спойлерная секция закончилась. В целом, игра не лишена багов, хоть и видно, что она довольно отполирована. Например, однажды я застрял в ванной, Oh my god, stop, bro, I'm stuck! просто залетел туда и не смог выбраться обратно, ибо прыжок в игре не предусмотрен. Слава богу, игра поделена на эпизоды, каждый из которых можно начать заново из меню. А еще был момент, когда игра зависла при повторном подборе записки в эпизоде, где можно было включить проигрыватель пластинок. Еще удручает одинаково медленная скорость персонажа везде, как в тесной квартирке, так и на улице, где надо проделать немалый путь. Ну и невидимых стен наставлено с лихвой. Это, конечно, хорошо, не дает уйти туда, где сюжет не продвинется, но с другой стороны, если бы не медленная ходьба, хотелось бы осмотреться на улице поподробнее. В общем, игра хороша. Сюжет вполне увлекает достаточно, чтобы вытерпеть некоторые особо душные моменты, даже невзирая на нюансы, которые я указал в спойлерной секции видео. Ах да, игра еще изумительно озвучена студией Games Voice. Неплохо устроились. Снова эти американцы.
Вот ведь чудо чудное. Маленькая инди-студия без миллиарда рублей, а умудрилась полностью озвучить свою игру с помощью профессиональных актеров озвучки. Вот это да! Короче, вы уже все поняли. Мой вердикт: на 3 головы лучше смуты, виш-лист, а потом взять по скидке. Далее, Sony эксклюзив со стелсом в траве у нас дома про попаданцев. Называется Liber. Это повествовательный приключенческий экшен от третьего лица. Играем мы за молодого ученого-историка. По наводке своего товарища он находит некую книгу с названием игры на обложке. Открывает ее и внезапно переносится в Омск. Он пленен и унижен, но на помощь ему поспевает некий ковбой. Он освобождает нашего протагониста и помогает ему сбежать. Вокруг бродят настороженные амичи, которые моментально ловят нас и заставляют переигрывать сегменты со стелсом раз за разом. Наш спаситель говорит: «Тише, надо проскользнуть незамеченными», и тут же поднимается тревога и нас бегут ловить. Именно тут во время стелса вылезает проблема позиционирования камеры. Она смотрит на игрока, а точнее куда-то в область таза. И когда персонаж сидит на корточках и пытается передвигаться по стеночке, камера то и дело норовит влезть внутрь модельки. А что творится впереди, не видно совершенно, бо обзор перекрывает тушка игрока. В отполированных играх, чтобы камера не влетала в модельку персонажа, если между ними слишком мало пространства, камера должна улетать вверх и вообще быть выше игрока и смотреть на цель перед ним, когда тот пытается стелсить в траве, чтобы не мешать обзору. Дабы способствовать нашему побегу, нам дают камни, бросая которые мы можем на долю секунды отвлечь переграждающего путь аборигена. А еще можно натурально прятаться в высокой траве. К слову, стелса в игре больше нету, очень душный сегмент, как по мне. Как только охранник заденет нас своим оружием, игра загружает начало уровня, где приходится с минуту сидеть и ждать, когда же наш партнер вырубит сторожа, а мы сможем взять камни для побега. Сбежав, наши герои отправляются в безопасное место, по дороге знакомясь друг с другом. Тут у нас неплохая секция с легким паркуром, прям как в Uncharted. Ковбой говорит, что он такой же попаданец из другого мира, как и наш ботан-историк. Дескать, он ограбил дилижанс со своей очаровательной партнершей, а там вместо бабла или на худой конец выпивки были книги, одна из которых и перенесла ковбоя в Омск. И тут происходит чудо. Какая-то плохо слепленная инди-игрушка, вместо того, чтобы рассказывать все разговорами и записками, показывает и даже дает отыграть то самое злочастное ограбление дилижанса. Тут нам, как несложно догадаться, дают пострелять от души. К слову, перед этим мы попадаем в хижину ковбоя, где на нас нападает пьяный участковый. Наш герой, как настоящий пацифист, погибает с единой тычки, но вот ковбой не прочь помахать кулаками. Когда мы помогаем, бросая камни в супостата, одержать победу, ковбой возмущается: «Чё это наш ботан дерется совсем?» На что тот отвечает, что не умеет. Тут нас учат рукопашной боевки в игре. К слову, довольно удобный, если не считать очередной рояль на клавиатуре. Типа становиться в боевую позу надо на кнопку V, а переключать фокус противника на C. Когда на тебя набегает 5 человек одновременно, как-то не до поиска, где там у меня буковка V. В общем, безопасная хижина скомпрометирована, и надо валить от нее подальше. По дороге ковбой делится откровением, что тут все работает по некоему заданному циклу. Каждые 3 дня мир перезапускается, и все начинается по новому кругу. И он в этом круговороте уже очень долго. И, к слову, он не может умереть, ибо смерть его просто перезапустит заново временную петлю. На таком откровении ковбой забывается пьяным сном, а наш протагонист садится у костра и предается воспоминаниям, пырясь на видосы и фотки в своем смартфоне. Кстати, баг: если в этой сцене выйти в меню и вернуться, то курсор пропадает и дальше играть не представляется возможным. Далее наши герои попадают в довольно зрелищную заварушку, рассказывать о которой будет сюжетным спойлером, поэтому обойдемся без подробностей. В этом сегменте становится понятно, что в игре чудовищное позиционирование звука. Определить источник невозможно даже на уровне лево-право, звук просто звучит.
А еще тут нам предстоит неплохая драка, которая выявляет проблему расставления чекпоинтов в игре. Если завалить толпу бомжей, а потом свалиться в яму с трупами, игра загрузит нас в момент еще до драки с бомжами. И так тут везде. Есть некое испытание, чекпоинт происходит перед ним. Решил испытание, прошел чуть дальше, помер, загружайся перед испытанием. Далее в игре есть сегмент с ритм-игрой в корчме. Во флешбеке героя он играет на музыкальном инструменте и нужно нажимать показываемые клавиши, и это WASD. Не знаю как вы, а я вот как-то не утруждал себя запоминанием, какая кнопка из WASD за что отвечает и под каким пальцем она у меня находится. Лучше если бы в этом месте показывали направление, куда нужно сжать, вверх, вниз и тому подобное. Можно нарисовать стрелку вверх и букву W, тогда уж точно никто не запутается. И вообще игра полна проблем. Озвучка будто пиратский перевод. Ковбой говорит: из-за тебя меня чуть не убили. Ботан ему отвечает: так ты же бессмертный. Но английская озвучка орет с огромным удивлением: так ты что, бессмертный? Вроде как есть трейлер с русскими голосами, но я так и не понял, как выбрать русскую речь в игре. Некоторые активные предметы, если появляются прямо перед игроком, например, лежал под книгой, которую вы подобрали, становятся неактивными, пока не отойдешь и не подойдешь заново. Инвентарь можно открыть только из меню. Хорошо, что игра не требует активного взаимодействия с предметами в инвентаре, а нужен он только для того, чтобы прочитать записки, посмотреть описание предметов. Перевод записок доступен только в инвентаре, кстати. Выход из туториала на Enter — это какая-то болезнь Unreal Engine, я не понимаю. Уже вторая игра с подобной схемой. Слава богу, в начале игры закрытие туториалов дублируется на пробел. Во второй половине игры продублировать пробел забыли. Коллектаблы — это всегда приятное дополнение к подобным играм, но они каждый раз при перезагрузке появляются заново. И счетчик подобранных коллектаблов растет все время, даже если вы поднимаете один и тот же предмет раз за разом. Бег на Shift явно стоит сделать переключаемым, а не зажимаемым. Особенно в секциях с тяжелым затяжным паркуром, который я переиграл раз 10. Спасибо, там хотя бы чекпоинт перед сегментом с плаванием. Мне кажется, я выучил диалог про смартфон наизусть. It's a smartphone. It can do almost anything. It's got a torch, a camera. I can speak to other people even when they're not with me. I can order food, work, listen to music. It does a lot, basically. Огромный косяк с сохранениями. После того, как я прошел лабиринт, игра ушла в бесконечную загрузку. Можно было выйти в меню, но не вернуться. Тогда я решил загрузить игру, и она загрузилась в тот момент, когда мы должны были собирать хворост для костра. Это вообще почти самое начало. Как тут вообще сохранения работают, решительно непонятно. Я думал, что это автосейв, но загрузить автосейв невозможно, только подохнуть, как и сохраниться вручную. Так я и не узнаю, чем закончилась эта история, перепроходить все это неохота. Ну, может, если только на стриме, если вы проявите интерес к этой затее. В целом игра крутая и интересная. Интересный сюжет, постановочные сцены, флешбеки, где можно поиграть за ковбоя, головоломки классные. Особенно понравилось днями недель в пещере. На удивление, игра хорошо оптимизирована, подтормаживает только при смене сцены, когда компилируются шейдеры. Но нужно больше плейтестов, чтобы выявить места, где игроки душатся больше всего. Да и в общем нужно больше отполированности. Отработать камеру, отработать расстановку чекпоинтов, и будет счастье. Вердикт. Эта игра на 10 голов выше, чем Смута, хоть и делалась небольшим коллективом и явно не за $500 миллиарда. Я рекомендую добавить ее в ваш виш-лист на стиме и даже прикупить на скидочке. Так, ну шо. По статистике до сюда досмотрели только 10% зрителей, так что я могу считать, что этот сегмент увидят только свои. Как вы понимаете, это попытка возродить еженедельный обзор в разработке. Я постараюсь сделать его хотя бы ежемесячным. Зачем новый канал? Да за тем, что выкладывание новых видео на старый канал провоцирует массовые отписки людей, которые забыли, что на него подписаны. А это дает критический урон по морали автора и накладывает дебаф на мотивацию. А на новом канале пока что циферки только растут, и мне приятненько от этого. А если вам было приятненько во время просмотра этого видео, по-братски поставьте лайки, комментарии, репосты и вот это вот все.
Ну, чисто наградить меня небольшим всплеском дофаминчика. Подписаться на канал не забудьте, а то рекомендации ютуба нынче очень изменчивы. Ссылки на группу ВКонтакте, где можно рассказывать о своей игре совершенно бесплатно, а также телеграм-канал, дублирующий посты из ВКонтакта, в описании к видео. Ну и критика в комментариях всегда приветствуется, это я люблю. Всех люблю, целую, увидимся в следующем видео.